Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я научу вас делать лодочки по традиционному швейцарскому рецепту с абрикосом. Вот так вот эта красота выглядит. Каждый день мы делаем что-то интересное, новенькое. Но так как я сыроед, я уже где-то говорил в видео об этом, то пробовать, конечно же, свои произведения искусства у меня не всегда получается. Поэтому каждый день у меня есть профессиональный дегустатор, который сегодня нам поможет это все попробовать и скажет свое мнение. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте, дорогие друзья, Юля. Очень приятно. Всем, друзья, привет! Итак, попробуйте вот эту лодочку с абрикосом и с миндальным джемом. Юль, ну попробуй, пожалуйста, нашу лодочку с миндальным джемом и скажи свое мнение. Как тебе, как вот этот получилось? Очень вкусно. Очень интересно, свежо, потому что абрикос придает какую-то кислинку, а внизу прям что-то сладкое. А что это такое? Да, внизу у нас находится небольшой секрет, наш небольшой секретик, который мы вам сегодня расскажем. Это миндальный джем, который мы с вами сегодня вместе приготовим. Очень вкусно. Даже божественно, потому что вроде легкая штучка, а все равно очень сладко. Ну, то есть, по сути, друзья, сейчас мы с вами будем готовить пищу богов. Готовьтесь. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Они очень простые и найдутся в каждом доме. Это слоеное тесто, которое мы с вами приготовили. Это абрикосы, сейчас как раз начинается сезон. Обычная холодная вода. 100 грамм сахара. 150 граммов миндаля. Сахарная пудра. Сахарную пудру вы можете или купить в магазине, или просто в блендере размельчить сахар до состояния порошка. И понадобится вот такой блендер. Желательно использовать погружной блендер, сейчас я вам объясню почему. Также нам пригодится еще и линейка. Ну и конечно же сегодня вам понадобятся очумелые золотые ручки. Первый этап. Мы берем с вами слоеное тесто, которое приготовили вместе в прошлом видео. Вот здесь вот находится ссылочка. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, как готовится настоящее швейцарское слоеное тесто в домашних условиях. Готовить из слоеного теста мы будем очень много, рецептов у меня миллион, поэтому вот такой кусочек должен лежать у вас каждый день в холодильнике. В прошлом видео я уже говорил, что лучше готовить слоеное тесто самому, потому что ему можно на 100% доверять. Ну или в крайнем случае сходите в магазин и купите себе кусочек слоеного теста уже покупного. Наше слоеное тесто мы должны максимально тонко раскатать. Обратите внимание, у нас есть сторона с ребрами и сторона без ребер. Сначала начинаем раскатывать сторону с ребрами. Во время раскатки тесто можно присыпать чуть-чуть мукой. Так оно будет меньше прилипать. При раскатке обязательно старайтесь сделать прямоугольник, чтобы не было закругленных краев. Прямоугольник для нас будет самая лучшая форма. Ну все, вот примерно вот такой кусочек теста у нас получился. Конечно, не как бумага, но слишком тонко тоже не нужно раскатывать. Вот примерно вот такая консистенция должна получиться. Теперь с помощью специальной формы мы должны наше тесто порезать. У нас получилось вот такие заготовочки, но я понимаю, что не у всех дома есть такие формочки, поэтому мы сейчас просто поработаем с линейкой, как в детском саду. Смотрите, здесь главное работать с линейкой, потому что стандартный размер этих лодочек 15 сантиметров на 8 сантиметров. Это очень важно, именно делайте 15 сантиметров на 8 сантиметров.
Теперь наши заготовочки мы должны положить на подносик, поддончик и убрать на некоторое время в морозилку. Убрать, например, на 10 минут. Этого хватит. Убирать заготовки из теста нужно в морозилку, потому что они должны чуть-чуть затвердеть, и на них потом будет удобнее намазывать миндальный джем, потому что он чуть-чуть имеет твердую консистенцию. Если у вас осталось немного слоеного теста, вы можете его свернуть таким образом и использовать в следующий раз при следующих заготовках. Потом я объясню, как это делать. Вот так вот в процессе записи видео еще заходят клиенты и приходится со всеми общаться и всех обслуживать. Пока наши заготовочки из теста застывают, мы можем успеть приготовить миндальный джем. Это моя разработка. Так в России точно никто не делает, но абрикос с миндальным джемом это супер. Вот попробуйте, убедитесь в этом сами. Для этого нам нужно просто поместить миндаль в блендер. Напоминаю, 150 грамм миндаля, 100 грамм сахара. И все это перемешать. Буквально 10 секунд у нас получается вот такая масса, да, крошка миндальная с сахаром. А теперь, чтобы у нас получился именно джем, добавляем 3 ложки воды. Друзья, не больше 3 ложек воды. 1, 2, 3. И опять все это перемешиваем в блендере. И вот в этом моменте обязательно нужно смотреть. Если джем чуть-чуть получается твердый, можно еще добавить 1 ложечку воды. Но главное не переборщить. В принципе, все, наш джем готов. Это перемолотый миндаль с сахаром и с водичкой. Имеет вот такую консистенцию. Из нее можно что-то лепить, но по сути это называется марципан. Вот. Он получается вот такой тверденький и очень-очень вкусный. Ну все, пока мы делали наш миндальный джем, наше слоеное тесто немного затвердело, поэтому с ним будет проще сейчас работать. Сейчас просто намазываем миндальный джем на наши заготовки. Обратите внимание, что когда вы намазываете миндальный джем, обязательно нужно намазывать его в центре. По бокам оставляйте свободное пространство. Теперь для нашей порции из 4 штучек нам нужно всего 4 абрикоса или 8 половинок абрикосов. Нам их нужно порезать вот таким образом. Режем абрикосы вот таким способом и укладываем вот так вот на наши заготовки. Забыл сказать, что для этого рецепта вам понадобится еще яичный желток. Им нужно смазать края, чтобы наши лодочки были красивые и блестели. Ну все, наши заготовки, наши лодочки отправляем в печку. Не забывайте использовать пергаментную бумагу, если вы используете вот такие поддоны для своей духовки. Тогда продукция пригорать не будет. Температура духовки должна быть 200-210 градусов, это желательно. Но если будет чуть-чуть поменьше, это ничего страшного, просто будет выпечка дольше подниматься. Ставим таймер на 20 минут и ждем, что у нас получится. Пока наша выпечка готовится, я немного поработаю, а вы еще раз посмотрите и закрепите результат. Для удобства, конечно же, когда я работаю в промышленных масштабах, я беру наш миндальный джем и закладываю в такой кондитерский мешок. Это довольно-таки ускоряет процесс. Так, ну что, у нас остается уже меньше 15 секунд. Сейчас мы
Откроем духовку и посмотрим, какой у нас процесс приготовления, как у нас он проходит. И теперь очень важно посмотреть по готовности. Смотрите, лайфхак. Если слоеное тесто внизу пропеклось, значит выпечка уже готова. Но я скажу, что наши лодочки нужно еще поставить на 3-4 минутки в духовку. Ну все, 4 минутки прошло, давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Ну вот теперь тесто отличное. Последний штрих, мы берем сахарную пудру в ситечке и просто посыпаем сахарной пудрой наши лодочки. Но вообще на самом деле это я их назвал лодочки для русского человека, для русских зрителей. На самом деле этот рецепт называется жалюзи с абрикосом. Потому что по виду это похоже как будто жалюзи, которые на окнах. Ну вот такое или ставни, жалюзи ставни, это вот такое французское название. Ну что, теперь наше произведение искусства отправляем на подносик. И относим на витрину магазина. Юль, может быть, ты хочешь еще один съесть? Еще одну лодочку с абрикосом. Я бы съела, но у меня режим. Посмотрите, какой рельеф. Вот это вот. И у вас будет такая фигура, если будете употреблять лодочки с абрикосом. Всем пока. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на наш канал. Еще вас ждет море интереснейших рецептов. Не так ли? А как же? Пока! Все, удачки, здоровья и хорошей готовки. Всем пока.